Здравствуйте! Сегодня я вам хочу рассказать и показать, как я пользуюсь пряжей носочная добавка. Вот, значит, как вы уже поняли, что добавляется она в пятки. Можно и подошву вязать полностью из нее, можно с добавлением основной нити. Но я вам покажу еще один метод, которым я пользуюсь. Так, это по поводу пряжи. Вот купила я красивую тесьму. Расскажу, на что ее можно использовать, как с ней работать. Купила вот такой шнур, который называется сутаж. Он бывает разной ширины, разных производителей. Вот он у меня мягкий, есть жесткий. Покажу, как я с ним работаю. Есть вот такая красивая резинка. Она мягкая. Покажу, где можно ее использовать. А есть резинка вот такая жесткая. Вот. Про нее расскажу. Вот еще два вида резинки купила. Вот такая и такая. Расскажу, на что можно ее использовать, потому что были вопросы. И есть вот такая резинка. Вот. И о ней немного расскажу. Также купила канитель. Это такая тонкая витая проволока. Вот, расскажу, для чего она применяется. Вот она. Я, по крайней мере, купила вот серебро, золото. И причем качество разное у нее. Вот смотрите, здесь вообще она какая толстая. Расскажу, где можно использовать. Вот зеленого цвета. И вот такая у меня сиреневатая. Вот такого цвета. Сначала я вам покажу, как я пользуюсь пряжей для ручного вязания носочная добавка. Вот я купила серого цвета и черного. Она бывает, я видела, по крайней мере, еще коричневого. Не знаю, какого еще цвета она бывает. Но вот у меня только два. Это стопроцентный полиэфир. В 50 граммах 200 метров. Помимо того, что можно добавлять в пятки, в подошву, но и каким способом можно добавить. Вот, я вам расскажу. И с этого мы как раз и начнем. Берем пряжу основного цвета и пряжу носочная добавка. Вот она такая. На вид кажется толстая. Причем вот здесь интересно, перемычки есть. Как связана она, нитками провязана. Вот видите? Значит, берем две эти пряжи. Вот здесь у меня 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Я что делаю? Один набираю сбоку. Три набираю из мыса. И один сбоку. Вот здесь
Внимательно смотрите, куда должен попасть крючок. Вот сюда. Вот 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Провязываю 1, 2, 3, 4, 5. Дальше набираем опять 2, 3, 4, 1 петлю пропускаем, под следующую вывязываем столбик и его провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 петлю пропускаем, под следующую вяжем. Итого у нас 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Дальше 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот теперь за всю петлю берем. Теперь удобнее будет. 7. Опять 1 петлю пропускаем, под следующую вяжем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Здесь тоже 1 петлю пропускаем, под следующую будем вязать. Дальше 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Девять. А теперь мы петлю не пропускаем, сразу под следующую. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Сразу под следующую петлю. 11. Опять набираем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. А теперь петлю пропускаем, под следующую вяжем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Одну петлю пропускаем, под следующую вяжем. 13. Опять набираем петли. Вот набрала я 13 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13. Опять одну петлю пропускаем, под следующую вяжем. 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14. Здесь тоже одну петлю пропускаем. Вот одну петлю пропустили, под следующую и вывязываем столбик. Опять наберем. Давайте еще один ряд я вам покажу, чтобы вы поняли, в чем смысл. Значит, набираем до конца ряда. Ну вот, набрала я 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. А теперь мы петлю не пропускаем. Сразу в следующую вяжем. Закрываем до конца ряда. Заканчивая ряд, и с этой стороны тоже сразу же в петлю. Вот таким образом я вяжу подошву. Именно вот из двух нитей и более толстым крючком. Подошва будет ровно, не выгибается ни в одну сторону, ни в другую. То есть вы следующий ряд петлю пропускаете, будете вязать
через одну петлю. Следующий ряд опять одну петлю пропускаете, сюда вяжете. А уже третий ряд вы вяжете сразу рядом в петлю. То есть 2 ряда вы пропускаете, а 1 ряд не пропускаете, и у вас подошва будет ровная. Ну и вот такая подошва получается. По поводу расхода этой пряжи. Значит, на пару слитков на подошву я потратила всего-навсего 14 грамм. Это если учесть, что я вязала на 36 размер. Теперь я решила украсить вот этот медальон. Пришила я уже камушек. Именно пришила, потому что решила не на клеевой сажать. Дальше что можно сделать? Можно обшить вокруг бисером. Не обязательно все время здесь вязать. Обшить бисером, камушек пришить. Вот, можно, вот есть такие красивые украшения, пришить тоже. Вот какие у меня есть, покажу. Вот разные камни пришить. И вокруг можно бисером вышить. Еще что можно сделать? Можно взять нитки мулине или какие там подходящие. Есть шелковые красивые. Сделать вышивку. Я показывала, как вышивать рококо. Вот можно вышивку сюда сделать. Объемную. Дальше. Можно взять тесьму змейка. Но это широкая. Вот, допустим, можно вот здесь проложить. Можно вот такую узенькую тесьму проложить, пришить. Можно украсить, вот готовые цветы продаются из капроновой ленты. Пришить. Значит, вот такая красивая тесьма есть. Украсить тесьмой. Допустим, здесь медальон сделать. Ну, это уже на ваш вкус. Можно сделать вышивку лентами. Вот сюда. А можно, вот есть такая нить металлическая, канитель. Я не буду показывать, как с ней работать, но можно что-то вышить. Это в интернете посмотрите, там есть видео, как работать с канителью. Вот. Это такая металлизированная нитка, как резинка. Вот она бывает разных цветов. И разной толщины. Правда, продается она кусками. Где-то большие куски продаются, где-то короткие. Вот. Пришивается мононитью. И вот такая канитель. Вот. Можно с ней работать. Вышивку сделать. Ну, а мы с вами будем работать со шнуром сутаж. Вот этот сутаж. Он обычно двойной. И вот здесь, видите, такая бороздка
Вот в нее вводят иглу и пришивают. И сейчас мы это будем с вами делать. Как буду пришивать сутаж я? Значит, еще раз повторю. Это шнур сутаж. У меня китайский он. Видите, мягкий такой. Есть сутаж белорусский. Он пожестче. Но у меня его нет, я не знаю, как он пришивается, тяжело или нет, как прокалывать его. Так, вначале что я делаю? Значит, вот этот край, кончик сутажа, либо клеем промажьте, либо поджечь надо. Вот. Значит, я покажу, как буду делать я. Так, находим центр. И хвост я прячу туда. Внутрь. Опа. Так, оставляем там хвостик. Значит, берем иголку и контрастную нитку какую-нибудь. И делаем наметку. Просто пришиваем стежками. Вот, как буду делать я, укладывать. Вот так, по кругу. Потом сделаю петлю. Конечно, работа требует терпения. Вот так. Так, разверну. Опа. Вот так петлю сделаю. И второй раз обойду. Отрежу. И хвост тоже уберу внутрь. Можно, ну тут уже, как говорится, на ваш вкус. Пожалуйста, пришивайте лепестки. У кого на что фантазии хватит. Можно в обратную сторону. Можно без камня бантиком сделать. После того, как я прошил это все, я ищу вот эти ряды, между собой соединяю. То есть вот сюда и в этот шнурок. Чтобы они легли плотней один к другому. И вот видите, они плотненько лежат. После того, как вы пришьете, ну не знаю, у кого какой будет рисунок, вот у меня такой, вот этот хвост надо убрать. Я его буду убирать вот сюда. Вот так. Значит, что хочу сказать. Когда крючком будете подцеплять,
чтобы вытянуть на другую сторону, не берите прямо здесь крючком, а возьмите подальше. Потому что мало ли расползется или еще что-то, брак будет. Поэтому пусть он лучше будет внутри там. И выдерните. А вообще мой совет. Когда вы свяжете верхушку, то есть верхнюю часть тапка, если вы надумаете вот типа украсить, как я вам рассказывала, вот, вы продумайте и сразу сделайте вышивку. Почему? Потому что подошва мешает. Подошву не вяжите, сделайте украшение и только потом вяжите подошву. Тяжело, конечно, так вышивать. Ну вот, в принципе-то и все. Не знаю, как получилось на ваш вкус. Золотошвея из меня, конечно, еще та. Ну вот, примерно так. Вот такой медальончик получился. Ну, вот такие следки у меня получились. Не знаю, может быть, сюда можно было бы что-то другое прикрепить, вышить. Но это уже дело на любителя. Просто мне хотелось вам показать, как работать именно с этим шнуром под названием сутаж. Теперь вот о чем. Вот до этого я связала вот такие следки. У меня этой пряжи не было. Может оказаться такая ситуация и у вас. Что сделать? Берем эту же пряжу. В любое место, которое вы считаете нужным, вводите крючок, вытягиваете петлю и дальше уже на свое усмотрение, через сколько вы там будете петель вязать, можно в каждый ряд, допустим. Прокладываете тамбурный шов, то есть вяжете косичку просто-напросто. Вот. И обвязываете. И так вы обвязываете. Можете вязать вот так по кругу. Можете вязать полосками, кому как нравится. Уже там вам решать. Можете, допустим, в каждый ряд. Можете через ряд. Это уже на ваше усмотрение. Но я считаю, так можно обвязать и подошву следков, и пятку носок. Вот, и не будет протираться, потому что нитка это вообще, ну, как я уже говорила, синтетика. Вот таким образом. Ну вот, закончила я обвязку тамбурным швом, то есть косичками. И вот так у меня получилось. При желании можно, конечно, еще поперек провязать. И я уверена, что с такой подошвой следки продержатся намного дольше именно с этой пряжей, нежели бы без нее. Потому что следки мне нравятся, и если они через месяц-полтора протрутся, будет жалко. Это придется перевязывать. Ну, я не знаю, смотря где протрется. Может быть, пятка. А может быть, и вся подошва. Вот, поэтому... А так ее не видно. Вот. Считаю
что такой способ обвязки имеет право на существование. Теперь расскажу по поводу резинок, которые я купила. Значит, купила я вот такую резинку. Видите, какая красивая. Где ее можно использовать? Да хотя бы вот вместо обвязки. Вот не обвязывать, а крючком пришить резинку. Шов сзади. И будет следок стягивать. Можно такую резинку. Если вы вяжете многоцветный узор, можно вот такую резинку. Это вообще тугая. Вот. Если у вас совпадают цвета, допустим, есть, вот, можно резинку такую пришить, привязать крючком. Теперь по поводу резинки в юбку. Вот у меня раньше резинки не было хорошей. Вот. Можно сверху широкую резинку пошире, как я уже говорила, когда вязала эту юбку. Вот эту резинку. Можно эту, если у вас опять же цвета совпадают. Есть еще вот такая широкая резинка. Вот. Вот ее вместо пояса. Можно что сделать? В пряжку. И вот здесь застегивать. Вот, будет красивый пояс. Ну или можно сзади, на другой стороне, где молния, ставить. По поводу этой тесьмы. Тоже симпатичная. Можно где-то вставить либо на носки, тапки, следки, украсить вот таким образом. Но поскольку она цветная, вам придется пришивать мононитью. Вот за эти места прошивать. Вот, будет украшение. Теперь по поводу шнура сутаж. Значит, им можно обработать, украсить следки. Можно красивые, можно сделать красивое оформление, допустим, на мысе. Можно сбоку. Вот, тоже пришивается мононитью. Что еще можно шнуром украсить? Ну, они бывают разного цвета, разного качества. Разные производители их выпускают. Берем обычную шапку, головной убор. Если связан, допустим, гладью, то можно украсить головной убор. Тоже разложить всякими завитками. Наметать нитками и украсить. Вот. Значит, только подобрать нужные расцветки. Был еще такой вопрос. Что делать, если головной убор растянулся, не держит форму? Вот этот или этот. Для этого подбираем по цвету резинку. И прям сверху нашиваем. И резинка стянет вам головной убор. Вот я купила в такой форме бабочек тут эти аппликации. Либо вот такую резинку. Тоже
нашиваем, и она будет стягивать. Многие меня спрашивают, где я беру узоры для вязания слитков. Значит, есть обычные узоры жаккардовые. Единственное, что вам нужно только рассчитать высоту боковой части, чтобы у вас вошел узор. Где-то что-то скорректировать. Вот как я вязала вот по этому узору. То есть я какие-то ряды пропустила, какие-то опустила, какие-то вообще не вязала, потому что оно уйдет в подошву, оно абсолютно там не нужно. И вот связала только верхнюю часть, несколько клеток пропустила и дальше вязала другую часть. Есть узоры просто жаккардовые, но, как я сказала, вы всегда рассчитываете ширину. Вот можно небольшими, не широкими жаккардовыми узорами пользоваться. Можно пользоваться схемами для вязания, для плетения бисером. Вот. Берете схему и по ней вяжете. Либо переносите на миллиметровку. Или лист бумаги в клетку. Вот. Нарисовали и вяжем вот боковую часть. Вот этот медальон, допустим, можно сюда опустить в центр. Либо вот этот маленький. Ну, это вам уже решать, придумать. Факт тот, что можно использовать схемы для бисероплетения. Еще чем можно воспользоваться? Это филейное вязание. Вот. Вот здесь сердечки нарисованы. И вот схема самого филейного вязания. Вот, можно ими воспользоваться. Они не широкие. И вот, допустим, эта схема очень удачно войдет в боковую часть слитка. Можно, допустим, что еще сделать? Взять схему жаккарда и брать не всю часть вот полностью, а какой-то элемент. Либо вот этот, но это вам выбирать уже. Вот можно либо вот этот вот взять только элемент и вязать им. Короче, выбирать кусочек, который вам понравился. Вот. Вот можно даже без сердечек вязать, только вот эти зигзаги. Вот сюда на боковую часть. Значит, ну и естественно вы понимаете, что если вы переносите на бумагу миллиметровку или в клетку, лучше всего цветными фломастерами поставить там крестики или точки, чтобы вам было видно, какими нитками где вязать. Ну вот, вроде бы и все. Ответила на все ваши вопросы. Всего вам доброго. Спасибо за внимание.